Когда мне было 15 лет, по Discovery показывали фильм «Башня, касающаяся неба» про один небоскреб в Барселоне. В севастопольских архитектурных реалиях тогда он мне показался нереальным. 34-этажная башня Акбар по проекту Жана Нувеля и бюро B720 Architectos. Название башни Акбар не имеет ничего общего с Аллахом. Это сокращение от названия фирмы первого постояльца Aguas de Barcelona. А сейчас у нее новое имя Torre Glorias по названию площади, на которой она находится. Небоскреб относится к тому счастливому абстрактно-символическому периоду архитектуры, когда зданию можно было придумать забавную форму, а потом рассказывать, что она значит. И вот Жан Нувель, этот фантомас архитектуры, рассказал об источниках своего вдохновения. Фирма Aguas de Barcelona, переводится как «Вода Барселоны», для которой делался проект, занимается водоснабжением города. Поэтому, конечно, первым на мудборде вьющий из-под земли вверх гейзер. Вторым идет скала горного массива Монсеррат, который находится в окрестностях города. А третий счастливо быть колокольня Саграда Фамилия. О ней и о ее авторе пойдет речь в третьем видео о Барселоне. Список ассоциаций продолжают местные жители. Были варианты пули, боеголовки, огурчика. Кстати, в гонке огурчиков этот проект занял только второе место. Он проиграл сэру Норману Фостеру с его лондонским Жеркином всего лишь на 1 год. В интервью 2003 года, когда еще велась стройка, у Нувеля спросили, как он относится к тому, что его башню называют ректальной свечой. Он ответил, что абсолютно нормально, и пообещал, что фаллический характер будет разбавлен, когда здание облицуют стеклянными панелями, которые создадут эффект вибрации отражающегося света. И эффект получился. Фасад сначала облицован алюминиевыми панелями, цветовым спектром фирменного нувелевского триколора. В Марселе он построил башню Марсельеза с таким же колор-кодом. Верхушка с сексуальным проемом сделана бесцветной, а поверх панелей установлены стеклянные полупрозрачные ламели. В Барселоне активное солнце, поэтому окна на башне сделаны в соответствии с ориентацией на него. На южной стороне, куда попадают прямые солнечные лучи, размер и плотность меньше, а на северной больше. Также они увеличиваются со стороны, откуда открывается лучший вид на храм Саграда Фамилия. На фасаде установлена интерактивная LED-подсветка, и начиная с 2006 года в новогоднюю ночь на нем показывают световое шоу с финальным отчетом в конце. Тысячи местных встречают Новый год здесь. Башня стала одним из символов Барселоны и вдохновляет не только барселонцев. В последний год своей жизни Ив Сен-Лоран заказал Жану Нувелю дизайн флакона духов по мотивам башни Акбар, а французский спайдермен Алан Робер залазил на небоскреб 2 раза, в 2006 и 2007 году. Несмотря на славу башни, фирма, для которой она строилась, переехала в другое место. Содержание комплекса оказалось слишком дорогим. В 2013 году сеть отелей Хаят купила Torre Акбар. Она хотела монетизировать его славу и переделать здание под отель, но этого так и не произошло. А в 2017 году его снова перепродали Merlin Real Estate Group. А это рынок Encans по проекту бюро B720 и Vasquez Architectos. Это яркий пример динамичности и поддержки коммерции в Барселоне. Я расскажу почему, а пока скажите, что это за рынок. Блошиный, авторынок, рынок рабов, рынок морепродуктов. Правильно, этот рынок блошиный. Его название Encans Vells с каталонского переводится как «старые чары». И это очередная трансформация рынка, который с 14 века существовал на площади Святого Иакова. Потом он несколько раз менял свое место, а весь 20 век он хаотично лежал на пустыре здесь неподалеку. Пока в 2013 году на противоположной стороне площади Пласа Глориас возле Национального театра не построили этот сумасшедший комплекс. Стоил он 55 миллионов евро. Стоп! 55 миллионов евро стоило построить блошиный рынок возле Национального театра? Вау! Вот что имелось в виду под динамичностью и поддержкой коммерции. И это работает. За неделю этот рынок посещает 100 тысяч человек. Циркуляция на 2 подземных и 2 надземных уровнях сделана спирально. Продавцам старья выделили только 1 уровень. И он работает как завлекающая фишка. 2 же верхних выделили под обычные магазины и кафе. Так что в жаркий барселонский день можно пить ледяную сангрию и смотреть на красоту барахолки сверху и наверх, через зеркальные отражающие навес. Помимо того, что он защищает от палящих лучей, он еще и усиливает красочность блошиного рынка в 2 раза. Nice. Барселонский музей дизайна по проекту MBM Architects вмещает в себя несколько существовавших до него музеев, таких как музей декоративных искусств, музей одежды и текстиля,
кабинет графических искусств и Casa de Bloc музей. Комплекс должен был создать удобную платформу для обмена знаниями и опытом в области дизайна, для того, чтобы стимулировать исследования в этой области и, что важнее, как на ней заработать. Состоит из двух уровней, подземного и надземного, с главным входом, кафетерией, билетными кассами и мезонином, выходящим на уровень площади Славы, имеющий проходы в выставочные залы. А на подземном уровне находится coworking space с несколькими дизайн-офисами и временная выставка. А самое главное, что находится на подземном уровне, это центр документации. В него входит библиотека и собрание архивов. Первое, что бросается в глаза, это 20-метровая консоль. Привет украинским инженерам-конструкторам. На разрезе видно, как она нависает над трамвайными путями, автобаном и тоннелем метро под землей. Сейчас автобана уже нет. Его демонтировали по проекту реконструкции Plaza Glorias. По официальной версии MBM Architects консоль сделана, чтобы минимизировать площадь здания в пользу общественного пространства на Plaza Glorias. Хотя дефицита места там явно нет. В консоли находится зрительский зал. Об этом подсказывает срез ее нижней грани под углом для установки сидений, чтобы всем зрителям было одинаково хорошо видна сцена. В верхней части ядра самого здания находятся залы музеев, которые перечислялись в самом начале. На первом уровне музей промышленного дизайна, на втором музей декоративных искусств. На третьем уровне музей текстиля и одежды, а на четвертом кабинет графических искусств. Здесь же есть терраса во всю ширину здания, направлена в сторону моря. Все эти три объекта, башня Акбар, рынок Энканс и музей дизайна Барселоны, находятся рядом друг с другом, на площади Plaza Glorias. Первый крытый рынок в Барселоне Санта-Катарина. Энрик Миралес и его жена Бенедетта Таглиабу выиграли конкурс на реконструкцию этого рынка. И процесс длился очень долго из-за сложности требований к этому проекту. В комплексе нужно было вместить рынок, музей, 2 блока социального жилья для пожилых людей, загрузочную, подземную автостоянку и хранилище органических отходов. Все эти разрозненные элементы счастливо сочетаются друг с другом в этом проекте, как это часто бывает в Барселоне. Но для того, чтобы архитекторам было еще интереснее, на территории комплекса археологи обнаружили останки фундаментов монастыря Санта-Катарины 13 века. И их поместили также в общий комплекс и накрыли этой крышей. Она выложена керамической плиткой разных цветов и изображает красочные абстракции, в которых угадываются сочные фрукты на фоне зелени. Это работа каталонского художника Тони Канелло. Кстати, керамическая плитка на фасаде современного искусства МААТ, про который рассказывал в выпуске про Португалию, это тоже его проект. Картинка выложена шестиугольными сегментами, которые состоят из еще меньших шестиугольников. Их геометрия позволила точно уложиться в криволинейную поверхность крыши. На момент проектирования комплекса строительная техника, которая использовалась, была и ультрасовременной, и олдскульной в то же время. Большинство деревянных деталей выпиливались автоматически с помощью компьютеризированного фрезерного станка, но некоторые детали имели такую кривизну, что технологии на тот момент просто не позволяли сделать это автоматически. Поэтому использовались старые кораблестроительные техники, чтобы изготовить их вручную. Технологии пришли на рынок также под видом компьютеров в киосках. Они принимают заказы по электронной почте. Нужно всего лишь выбрать своего любимого мясника и то, как ты хочешь, чтобы он тебе нарезал мясо или сыр, и тебе доставят его прямо на дом. Конечно, приятнее прийти на рынок самому, тем более такой рынок на это и рассчитан. А эта система создана скорее для того, чтобы сохранять конкурентоспособность с бездушными супермаркетами. Фасады, они сделаны вот такими панелями, которые напоминают рыночные поддоны. Проект рынка Санта-Катарина часто сравнивали с проектом парламента в Эдинбурге. Обоим проектам понадобилось много времени для реализации. От конкурса до открытия рынка прошло 8 лет, у парламента 6. Оба проекта были дорогими для своего сегмента. Бюджет рынка 14,5 миллионов евро, у парламента 320,5 миллионов. Также перекликаются деревянные каркасы, которые поддерживают крышу в обоих проектах. Бенедетта Таглиабу сказала по этому поводу, что здания для архитекторов как собственные дети. Для родителей совершенно разные, а для посторонних все чем-то похожи. Лучший небоскреб 2010 года по версии Emporia Skyscraper Awards. Portofino Towers – это отель и офисное здание по проекту Тоя Ита. В этом рейтинге они обошли Бурдж-Халифу и башню Захи Хадид в Марселе. Порто по-каталонски двери, то есть вход.
Спасибо за перевод. Потому что комплекс находится на въезде в город со стороны аэропорта. А Фира — это выставка, потому что рядом находится выставочный комплекс. Входную группу также спроектировал Тойо Ито, о ней будет дальше. В официальном описании проекта сказано, что дизайн делает реверанс венецианским башням на площади Испании. Кроме того, что их тоже две, никакого сходства или другого общего признака я не вижу. У башни отеля органическая форма, ее силуэт меняется при движении вокруг нее. Цилиндроподобный объем, нижние 2/3 которого слегка вращаются, а верхняя треть здания еще увеличивается к верхушке. Из-за сложности геометрии фасад разделен на две части. Внутри это алюминиевые и стеклянные панели, которые ограждают интерьер, а внешний фасад придает текстуру и приспосабливается к изменяющейся снизу вверх геометрической форме башни. Алюминиевые трубки красного цвета прикреплены шарнирными соединениями на концах, для того, чтобы обеспечить желаемое скручивание. Башня отеля примыкает к объему офисного здания через общий стилобат с криволинейной крышей. Офисный объем разделен посредине красным элементом с параболическими оконными проемами в высоту всего здания. Этот элемент создает рифму с первой башней. Отель по проекту Жана Нувеля и местного бюро Рибас. Это две 110-метровые башни, соединенные атриумом с лестницами и наполненными тропической растительностью. На востоке, на западе и на юге фасады белые, а северная сторона, где находится главный вход, матово-черная. Фасады сделаны из стекла с принтами паттернов в виде крон тропических деревьев и пальм. При том, что некоторые пальмы это черные принты, а некоторые пальмы это наоборот прозрачные участки, которые просматриваются изнутри здания, из номеров. Прозрачный участок посредине здания – это ресторан. Он сделан в виде оранжереи с расставленными по периметру растениями. Они фильтруют солнечный свет и создают игру теней внутри. Еще один ресторан, конечно же, есть на крыше. У меня такое впечатление, что Жан Нувель после успеха с башней Акбар получил карт-бланш и решил воплотить здесь свои фантастические идеи и упаковать сады Семирамиды в вертикальный объем. Идея с принтами на фасаде на грани с китчем спасает только абстрактность формы, что она читается больше как паттерн, нежели как крона пальмы. Это комплекс барселонской выставки, которая была основана в 1932 году. Она состоит из двух больших частей – Монжуик и Гран-Вия. Это часть Гран-Вия, и в 2009 году она была реконструирована офисом Тойо Ито. Входной комплекс Фира Гран-Вия находится на противоположной стороне перекрестка от башен порта Фира. Как и многие проекты архитекторов звезд, под местные реалии выставочный комплекс адаптировали B720 Architects. Что именно проектировал здесь Тойо Ито, видно невооруженным взглядом. Это входная группа и главная артерия через все павильоны. Архитектурный стиль Тойо Ито находится вне классификации и вне времени. Обычно у его зданий есть элементы криволинейных форм, а сами здания обладают какой-то легкостью и морфологической радостью. Радостно получилось и здесь, поэтому я не хочу объяснять себе, почему именно эти формы. Мне просто нравятся. Они эффектно и точно указывают на главный вход в комплекс и выглядят легко и приятно. Пластику криволинейных форм Тойо Ито берет из растительного мира. Он рассказывал, что ему нравится фраза, сказанная Гауди: «Дерево мой учитель». Еще один барселонский проект этого скромного, но харизматичного японца. Между Каза Батлой и Каза Милой расположился Тойо Ито со своим накладным фасадом. В комплекс входят апартаменты, открытый бассейн, общая терраса, тренажерный зал и музей с индуистскими и буддийскими экспонатами. Тойо Ито спроектировал фасад, внутренние дворы и ядро здания. Я хотел браться за этот проект, но когда он поднялся на крышу и увидел Каса Милла, это произвело на него впечатление. Он признался, что влюбился в это здание во время своего свадебного путешествия в Барселону. Фасад здания — это графические криволинейные ленты, наложенные друг на друга. Интерпретируют их по-разному. Романтики говорят, что это морские волны, а скептики, что это размотанная туалетная бумага.
Это волнообразно изогнутый лист нержавеющей стали, в котором вырезан паттерн. Перламутровый цвет отражает оттенки солнечного света и меняется в зависимости от времени дня. Здесь Toyo-Ito сработал на контрасте. Несмотря на то, что тонкий лист фасада смотрится слегка фейково вблизи, с другой стороны дороги он смотрится выигрышно по сравнению с окружающими его монотонными зданиями. Все эти здания объединяет стилистическая смелость. В архитектуру Барселоны ее заложил Антонио Гауди. И хоть его влияние не всегда прослеживается в стиле вышеперечисленных зданий, оно точно присутствует в неформальном подходе к их проектам. Это были яркие примеры современной архитектуры Барселоны 21 века. С удовольствием прочитаю в комментариях, чем бы вы дополнили этот список. Если вам интересны обзоры на современную архитектуру, буду рад каждому новому подписчику.